Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 20 января, суббота. И, как всегда, по возможности пытаюсь начать очередной свой выпуск сегодня с позитивных новостей. Те инструменты, я буду использовать дипломатический язык, чтобы потом вы мне не сказали, что я раскрыл какие-то страшные тайны, из-за которых что-то там пропало. То есть, когда мне рассказывают какую-то информацию, мои источники, они исходят из того, что процесс достиг такой стадии, когда негативные последствия в результате оглашения этой информации практически исключены. Итак, инструменты, которые мы так долго ждем, которые должны серьезным образом изменить ситуацию на поле боя в Украине и вокруг, за пределами боя Украины, они в процессе выдвижения на места дислокации, скажем так. И мы вправе ожидать в достаточно близком будущем таких действий со стороны ВСУ, которые изменят обстановку не просто там на тактическом уровне, скажем так, на уровне Авдеевки или Бахмута, но на оперативном и даже более уровне. То есть, как мне описали, при помощи этих инструментов зима может стать для Российской Федерации очень холодной, в том смысле, что будут гаснуть свет, пропадать электричество, переставать работать насосы, канализация, водопровод, ну и другие проблемы инфраструктуры. Как пошутил мне один представитель Великой Британии, главное оружие Российской Федерации – запах фекалий из сортиров будет достигать такой степени, что его можно будет послушать, учуять даже через Ла-Манш. Ну а теперь перейдем к тем делам, которые последние 2 дня будоражат Вашингтон. Вот после моего предыдущего видео, которое я сделал, ссылаясь на консервативные газеты, прежде всего Wall Street Journal, которые близки к республиканцам, ссылаясь на самых ведущих, так сказать, самых ответственных представителей обеих партий в Конгрессе США, вдруг грянул гром. Прозвучал он так примерно часов в 6 утра вчерашнего дня, суббота. И выстрел местной «Авроры» был сделан практически одновременно в Вашингтоне газетой «Вашингтон-Пост» и британской «The Independent». Я обращаю ваше внимание, почему? Потому что то, что вы сейчас услышите, оно главным образом базируется, вернее, анализ тех событий, которые происходят, базируется, драматический их характер базируется главным образом на вот этих 2 газетах. Газета «Вашингтон-Пост» близка к Белому дому, более чем любая другая газета или любое другое издание Соединенных Штатов. А «Индепендент», я вам напомню, кто не знает или не помнит, это газета, которая контролируется Евгением Лебедевым, сыном Александра Лебедева. Это бывший сотрудник на момент развала Советского Союза, сотрудник внешней разведки КГБ, работавший в резидентуре в Лондоне. И вот папа имел навыки банкира, ну не банкира, специалиста в области финансов. Соорудил банчишку, потом дальше пошло, он стал чуть ли не олигархом, в общем-то, очень известным миллиардером, активным в политике в России. С Москвой, то есть с Кремлем и со спецслужбами отношения у него были, ну, такие не то что очень тесные, так, чтобы было очень заметно, но и в то же время не очень плохие. У него были разные публикации в России, в которых иногда попадались такие статьи, которые, ну, там, в частности, по поводу Кабаева, ее взаимоотношений с Путиным, в результате чего семейство Лебедевых бежало в Великобританию, где оно сейчас успешно проживает, настолько успешно, что вот сын его, Александра Лебедева, Евгений, он тесно подружился с Борисом Джонсоном до такой степени, что Борис Джонсон сделал его лордом пожизненным. То есть он не может передавать этот титул по наследству, но стал лордом, членом палаты лордов. На это, значит, в ответ на этот демарш на Бориса
посыпалась масса обвинений в период, когда он был в зените политической, премьер-министром, но тем не менее. Значит, вскоре, правда, Джонсон пожалел о том, что он сделал, поскольку его друг Евгений кинул своего благодетеля, начал печатать там всевозможную негативную информацию и так далее. В общем, эта газета такая, я не видел никогда, не замечал явных сливов про кремлевской информации через эту газету, но все-таки надо иметь в виду. Я вот спросил сегодня с утра на всякий случай одного из британских журналистов, спрашиваю, что за газета? Говорит, московская газета. Ну, это слишком радикально, тем не менее, имейте в виду. Итак, что происходит? Сначала начну с того, значит, которое я считаю самое важное событие. Закончился визит в Соединенные Штаты, прежде всего в Вашингтон, делегации из Евросоюза. Делегация состоит из представителей нескольких стран, и это председатели или руководители комитетов, комиссий по иностранным делам вот этих стран, которые послали своих представителей. Но повторяю, что это не просто было так, какая-то группа стран, набранная наобум, они представляют именно Евросоюз. Туда вошли соответствующие представители из Канады, затем Франции, Испании, Литвы и Чехии. Они пробыли здесь чуть ли не неделю, и главная цель их была в том, чтобы донести ультиматум Евросоюза прежде всего до представителей Республиканской партии Соединенных Штатов Америки. Они встречались с демократами, но потом они, когда давали интервью, рассказывали о своих встречах, контактах, они назвали исключительно фамилии представителей Республиканской партии. Причем среди их представителей были такие, которые, ну, терпеть, как сказала, значит, одна из делегатов вот этой группы, которая приехала, представитель Великобритании, она говорила, мы встречались, и это целенаправленно встречались с теми, кто даже слово «Украина» с трудом произносит, потому что так не любят саму идею оказания помощи Украине. Какой месседж они привезли в Вашингтон? Вот заголовок в издании The Hill. «Проснитесь! Европейские законодатели предупреждают Вашингтон о задержках помощи Украине». Эти законодатели, посетившие Вашингтон, обратились к республиканцам с грозным предупреждением о том, что США должны помочь Украине одержать победу над Россией в этом году или рискуют потерять европейскую помощь в потенциальном конфликте с Китаем из-за Тайваня. То есть это не была какая-то просьба или мольба «помогите Украине», тем самым «помогите нам, европейцам». Это был ультиматум, который звучал так. Рано или поздно мы, европейцы, будем вам, американцам, очень нужны. Вот когда Китай предпримет враждебное действие против Тайваня, и вы начнете сколачивать группировку, противодействующую этому. Группировка уже наметилась Соединенные Штаты, затем Япония, Южная Корея, Австралия. Но вам позарез нужен будет Евросоюз и европейские страны НАТО. Обязательно, без этого вы не обойдетесь. Так вот, вы обратитесь к нам, как обращаетесь всегда. И вот раньше, когда вы затевали войну в Ираке, когда вводили войска в Афганистан, вы всегда обращались к нашей помощи, и мы вам всегда помогали. Так вот, если вы очередной раз обратитесь, не помогая, не приняв решение о помощи Украине сейчас, то мы вам откажем. Мы скажем, извините, ребята, вы проигнорировали нашу просьбу, наши потребности, и мы проигнорируем ваши. То есть это серьезнейший ультиматум, который я когда-либо слышал, исходящий из Европы в адрес Вашингтона. Такого не было даже во время Второй мировой войны, когда до тех пор, пока в нее не вступили Соединенные Штаты после Перл-Харбор. И даже Черчилль себе таких ультиматумов не позволял. Вот эта делегация привезла этот ультиматум от всего Евросоюза и стран НАТО. Европейские законодатели, как пишет The Hill, сформулировали свое послание или ультиматум как проявление жесткой любви к союзнику, который охвачен межпартийным хаосом. Вот как они оценивают эту ситуацию в Вашингтоне сейчас. Это по поводу вот этой возни вокруг пакета помощи Украине. Хаос.
Что касается демократов, для демократов они тоже привезли, но не ультиматум, а предупреждение или предложение. Значит, оно звучит так. Примените силу, перестаньте упираться или не дозволяйте республиканцам определять вашу повестку дня в области внешней политики. Говорите им то, что мы говорим. То есть, если вам важен Китай, если вы хотите получить помощь по Китаю, сделайте это сейчас, примите пакет помощи по Украине. Вот представитель Кернс, представитель делегации от Великобритании, сказала, вставляйте, добавляйте слово «Китай» в любой документ, который сейчас вы принимаете в связи с Украиной. Вставляйте туда Китай, чтобы там было. Если хотите помощь по Китаю, мы вам поможем, но помогите сейчас Украине. И если вы будете добавлять слово «Китай» в любой документ, этот документ пройдет на капиталистском холме. Цитата представителя этой делегации. «Чтобы разбудить Вашингтон, нужны годы. Так что, пожалуйста, ребята, проснитесь. Спать уже не поздно, или не то, что поздно, уже просто невозможно». И они сказали, интересно, что ни один республиканец, с которым они встречались, даже те, которые почему-то ненавидят Украину, ни один из них не сказал, что они подумывают о сокращении вот этого пакета вместо 60, там, урезать его как-то и так далее. То есть все вроде понимают, что насколько это важно. Никто не сказал, что это ерунда. То, наверное, они не совсем встречались, потому что я неоднократно цитировал представителей вот этой группировки МАГА, наиболее отмороженных. Те открыто говорят, нет центра в Украине. Но с ними делегация не встречалась. А среди тех, кто там был, это их, собственно говоря, коллеги или визави, это руководители ведущих комитетов Палаты представителей по делам вооруженных сил, комитет по разведке, комитет по иностранным делам. Все эти люди, мы знаем, они выступают за помощь Украине, но как-то, вот я вам скажу, я уж рассказывал вам о причине своего удивления, сколько было разговоров в украинских средствах массовой информации об этом якобы эпохальном документе о республиканском плане оказания помощи в целях победы Украины, которые эти же три комитета сотворили. Но вот сейчас, когда наступило время самой активной фазы борьбы за принятие пакета помощи Украине, руководители этих комитетов в рот воды набрали, молчат, как рыба в лед, ни слова в поддержку. Было также предупреждение в адрес Трампа. То есть представители этих комитетов европейских такую оценку высказали свою, что, они, во-первых, не уверены, что Трамп действительно станет президентом, но даже если он станет, то они не боятся, скажем так, они не боятся, что он пойдет на столь радикальные меры, что там НАТО сломает, несмотря на все его угрозы, или полностью прекратит оказание помощи по Украине. Считаю, что то, что он сейчас говорит, это риторика предвыборной борьбы. Но, тем не менее, считаю, что это очень опасная риторика, поскольку она нагнетает напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и союзниками, вызывает вопросы и неуверенность в Соединенных Штатах как к партнеру, как к серьезному партнеру, и подрывает авторитет Соединенных Штатов Америки в самый ненужный момент, когда об этом даже говорить нельзя. И вот вам цитата. «Если вы делаете легкомысленные комментарии, как называют соответствующие высказывания Трампа, для внутренней пользы или последствия будут серьезными». Поэтому, как она сказала, мы не можем позволить Байдену, это они уже в адрес Байдена говорят, сидеть сложа руки, опасаясь, что он может сделать неверное заявление, неверный ход, который будет использован республиканцами в ходе предвыборной кампании. То есть самая главная предвыборная кампания. И это самая большая, самый главный месседж, который мы пытаемся донести до администрации, до Байдена, до Белого дома. То есть надо мочить противников помощи Украины самым жестким образом.
Ну и дальше они будут внимательно следить за Байденом, когда он будет принимать саммит НАТО в Вашингтоне в июне. Ну и они имеют в виду, что в ходе этого саммита должны быть очень приняты важные решения для Украины в плане более близкого продвижения Украины в НАТО или, ну, правда, они не говорят о приеме да, выдаче Украине членства в НАТО, но какой-то очень весомый шаг в этом направлении. Они считают, что 60 миллиардов будут утверждены для Украины и потребуют, и покроют потребности Украины на текущий год, в ходе которого, и это соответствует тем стратегиям, которые я вам изложил, это и стратегия Руси британского, это и стратегия Совета по внешней политике Великобритании, и это, простите, Германии, и это заложено в известный план действий Эстонии в течение этого года. Соединенные Штаты должны взять бремя расходов основное на себя. За это время Европа, ее ВПК заработает на полную мощность, и со следующего года, значит, тогда пройдет перераспределение финансового бремени, вообще бремя поставок вооружений. Поэтому, как они сказали, будущая поддержка Соединенных Штатов не вызывает у них сомнений. Ну, дай бог, дай бог. То есть они провели большую разведывательную работу, я вам сказал. Это так и называется. Будем надеяться, что у них совершенно правильные выводы по этому поводу. Надо сказать, что этот визит, вот как раз, как я вам говорил, он произошел на фоне информационного взрыва, который сделали вот эти две газеты, Вашингтон-Пост и Independent, по поводу вот ситуации с этим пакетом помощи. Итак, вот сразу же, буквально через какое-то количество часов после того, как я сделал предыдущий выпуск, Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, выступил в канале Fox. Это тот, который симпатизирует республиканцам. И внезапно обронил там гранату. Он заявил, что по всем вопросам вот этого пакета помощи Украине он советуется с Трампом. Но это вызвало какое-то недоумение. С какой стати? То есть Джонсон по иерархии преемственности власти, он занимает 3-е место после президента, вице-президента, и дальше идет спикер. Трамп, он сейчас официально никто. Но он, может быть, будет кандидатом президента от республиканской партии, но с какой стати с ним совещается, непонятно. Правда, высказав эту глубокую мысль, неожиданную, надо сказать, он тут же подчеркнул, что ему никто не выкручивает руки. И решение по этому вопросу ставить на голосование, не ставить, в каком виде ставить, и когда, значит, ему руки никто не выкручивает. Проходит еще совсем немного времени, и Трамп в своей социальной сети сообщает, что да, с ним консультировались, и он против принятия пакета помощи Украине. И вот тут-то все разразилось. Значит, наиболее радикальную, я бы сказал, конспирологическую ли, но из того, что на сей день опубликовано, она больше всего похожа на конспирологическую историю, опубликовал в колонке «Мнение». Это тоже очень важно, что Вашингтон-Пост не стала публиковать статью, опубликовала это в разделе «Мнение». Ну, правда, парень такой, Джош Роген, это здравомыслящий человек, хороший аналитик, известный, пользующийся уважением, скажем так. Не манипулятор, то есть никоим образом в этом замечен не было. Но, значит, его версия такова, что это заговор маговцев, который находится под Трампом, с целью использовать вопрос о помощи Украине в ходе предвыборной кампании. Для этого, значит, было принято решение соединить пакет помощи Украины с вопросом о южной границе Соединенных Штатов, затянуть как можно дольше, с тем, чтобы его вообще сорвать.
И таким образом потом использовать вот это для обвинения Байдена в том, что происходит. То есть чем хуже, тем лучше. Создание хаоса на ровном месте. И якобы Трамп видит в этом залог своего успеха на выборах. Поэтому вот эти все разговоры о том, что там надо вот такой вопрос решить по границам, а надо еще какой-то вопрос, а надо еще углубить, а там надо расширить, это все ерунда. То есть главное не дать вообще принять пакет помощи Украине. Ну и надо сказать, вы же понимаете, что это самая большая мечта Путина. Поэтому, когда я вам сказал в предыдущем видео, что Трамп уже работает в политике, в большой политике, хотя он еще никто официально, то это теперь частично, причем весомо, подкрепляется вот этим мнением. То есть, оказывается, согласно этой версии, Трамп – это самый главный человек, от которого зависит судьба пакета помощи Украине. Майк Джонсон якобы везде говорит, что ему никто не выкручивает руки, он будет принимать решения. Но у автора этого мнения возникли в этом глубокие сомнения. Ну и важна реакция среди читателей этой газеты. И вот я одно типичное высказывание, не высказывание, а комментарий, сейчас вам процитирую, это очень важно. То есть, чтобы вы поняли, какой взрыв это вызвало. И вообще, то есть это было воспринято как бомба, осколки от которой могут нанести серьезнейший ущерб и республиканцам. Вот смотрите, один пишет. Спасибо, вы попали в самую важную историю для журналистов-расследователей. Это говорит о том, что журналисты-расследователи, которые ненавидят Трампа, таких много, тьма здесь, в Штатах, сейчас начнут это расследование, которое может закончиться, как закончилось расследование по Уотергейту. Здесь что-то происходит, и некоторые вещи должны произойти. Первое. Байден должен упомянуть об этом вопросе, о роли Трампа в срыве фактически. Вы помните его первый импичмент? Из-за Украины произошел. Сейчас он еще не выиграл. Он еще даже не кандидат, а уже закладывается база для его импичмента на случай, если его изберут. Так вот, он должен упомянуть об этом в своей программе. Не программе, он должен обратиться к Конгрессу с ежегодным посланием к стране, к нации. И там сказать, что Дональд Чемберлен, Трамп, пытается помешать Украине защитить себя от врага. Трамп слаб. Второе. Пентагон и ЦРУ под руководством Байдена должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Третье. Американские глобальные некоммерческие организации должны начать сбор частных средств для Украины. Вашингтон-Пост должно понять, что это чрезвычайно важная история. Трамп пытается подорвать самооборону Украины, используя Джонсона, спикера, в качестве полезного идиота. Вашингтон-Пост должна вцепиться в эту историю зубами, как питбуль. Надо раскручивать эту историю. Ну, то есть, о чем я сказал сначала, то есть, превращая это все дело в своего рода аналог Уотергейта. Тема этих публикаций должна быть США, вернее, Трамп и примкнувшие к нему маговцы, собирается позволить умереть демократии, они имеют в виду Украина, которая не просила никого другого сражаться за нее, понесла огромные жертвы в борьбе с Голиафом, только для того, чтобы быть преданной Трампом. Выставите его перед всем миром за то, что он делает. И покажите, что то, что он делает, за неимением лучшего слова, это зло. Дальше газета Independent, о которых я вам рассказал, которая вышла под заголовком, драматическим заголовком. Кремль должен, по идее, просто восхищаться. Трамп только что уничтожил соглашение по Украине и иммиграции. Громкое заявление. То есть провал, все, Украина ничего не получит. А дальше читаешь статью, и сам текст статьи не соответствует этому. Ну, тут примерно так похоже, что где-то так перекликается с Вашингтон-Пост, но не очень. Высказывается мнение одного республиканца, мнение другого, высказываются всевозможные опасения. Но в конце концов речь идет о том, вернее, заключение, что, ну да, Трамп, получается, его раньше игнорировали, считая, что он уже никто, и руководство республиканцев в Сенате считало, что они могут принимать сейчас любые
законопроекты, не обращая внимания на его позицию. Но сейчас ситуация вроде не такая, сказали, не ссылаясь на недавние праймерис в Айове, правда, с моей точки зрения, кардинально плохо они считали, что там грандиозный успех. Я вам рассказал, что наоборот, за него 8% проголосовало республиканцев этого штата. Ну, какой тут грандиозный успех? А дальше хуже ожидается, я вам дальше скажу. Но заканчивается тем, что Трамп продолжает лидировать в вопросах на президентских выборах. Ну вот, собственно говоря, и все. То есть такой выстрел в заглавии на миллион, а текст, содержание где-то на копейку. Ну так, сейчас быстро вам скажу. Насчет, я не знаю, то есть такое впечатление, хотя журналист, это корреспондент в Вашингтоне, он-то лучше должен был знать опросы общественного мнения. Так вот, согласно опросам общественного мнения, сейчас предстоит новый праймерис на этой неделе в штате Нью-Хэмпшир, и там у Трампа ожидается результаты хуже еще, чем в Айове, потому что если в Айове там 30% примерно всех зарегистрированных выборщиков это республиканцы, да, то в Нью-Хэмпшире 2/3 это независимые, то есть республиканцы изначально находятся в значительном меньшинстве. Поэтому считает, что он может получить меньше, чем Ники Хейли. Вот в чем все проблема. Дальше там на горизонте еще праймерис в штате Мичиган. Там местная газета Detroit News провела опрос общественного мнения, и получилось, что у Ники Хейли, если она выйдет в финал против Байдена, она имеет преимущество над ним в 10%, может выиграть у него. В то время, когда Трамп, если выйдет против Байдена, он тоже выиграет у Байдена в этом же штате, но с меньшим преимуществом, по-моему, то ли 7, то ли 8%. Короче говоря, Хейли более успешный кандидат, чем Трамп. Но, тем не менее, значит, после вот этих всех выстрелов туда-сюда, выступил еще раз Байден, сказал, что практически, он сказал, готов, ну, практически на все. То есть снимает все вопросы, чтобы никоим образом республиканцы потом ни за что-то не зацепили, сказав, вот это он виноват, там, и так далее. То есть Байден делает то, что я ожидал и вам рассказывал в самом начале этой эпопеи. Он принимает полностью фактически ультиматум. Даже в отношении вот этого так называемого parole, по которому самое большое, кстати, количество людей, которые по нему въехали, это предоставление права проживать на территории США по причинам гуманитарного характера, когда человек не соответствует тем требованиям, которые необходимы для получения постоянного убежища. То есть можно находиться на территории США для спасения своей жизни и свободы от внешних угроз, но то есть получишь право на работу, но ты даже грин-карты никогда не получишь. Так вот, самое большое количество, которые въехали по этому направлению, это украинцы. Примерно 140-150 тысяч, в основном женщин и детей с начала полномасштабной российской агрессии. Афганцев было ввезено, когда американцы эвакуировались оттуда, где-то 76 тысяч. То есть Байден подчеркнул, что демократы готовы на все, хотя такое принятие этого ультиматума, возможно, нанесет сильнейший удар по Байдену в процессе предвыборной кампании, потому что прогрессивные так называемые демократы, а также коалиция или кокус парламентариев, этния, которые состоят конгрессменов, из этнических латиноамериканцев, они все более активно выступают против компромисса с республиканской партией по этому вопросу. Ну так вот, значит, Байден сделал свое заявление, и случилось дальше невероятное фактически, которое касалось еще немыслимым совершенно, еще даже неделю назад. Ряд видных членов Демократической партии, включая такого конгрессмена, как Адам Смит, это член комитета по национальной безопасности, ряд других комитетов, они заявили, что если спикер Джонсон, поставит на голосование вопрос о помощи, это единственное, что от него требуется, потому что дальше там вроде есть большинство сторонников Украине, и они проголосуют за эту помощь и наберут вместе с демократами 60 голосов минимум, что необходимо для принятия этого законопроекта. Так вот, значит, они заявили, что если он выставит этот вопрос на голосование, и маговцы, как они угрожают, поставят вопрос о снятии его с должности,
то, что они сделали с предыдущим спикером Маккарти, тогда демократы помогут ему. Они будут голосовать против этого предложения республиканцев, и этого достаточно будет для того, чтобы он сохранил свое место. Ну, с другой стороны, считается, что вряд ли Джонсон теоретически даже пойдет на это, потому что он все-таки трампист. Он совсем недавно, вот на прошлой неделе, он официально поддержал выдвижение Трампа в президенты. Это так называемый endorsement, то есть это не просто сказать, там, я за то, чтобы он был. Это формальный такой акт в Соединенных Штатах, который делают там известные политики или доноры, финансисты в поддержку того или иного кандидата. Это осознанный и весомый такой шаг. И вот Джонсон сделал это одобрение, одобрил кандидатуру Трампа на должность президента. И теперь, если он будет прибегать к помощи демократов, то это может испортить его отношения. Ну и вообще в республиканской партии, вы видите, отношения такие, как между кошкой и собакой. Поэтому нет много шансов на то, что он может так рискнуть. Хотя, с другой стороны, некоторые конгрессмены, которые находятся в очень тесном контакте с Джонсоном, они утверждают, что он хочет поставить этот вопрос на голосование. И один из этих конгрессменов, я вам обязательно приведу этот пример, это конгрессмен Креншоу, который сказал, причем он непреклонно, однозначно сказал, даже если Джонсон поддерживает связь с Трампом и другими противниками вот этого соглашения по Украине и по границе, и несмотря на угрозы маговцев, в частности Тейлор Грин, подать прошение о лишении его с должности, спикер все равно хочет добиться позитивного решения. И вот цитата. «Я знаю, что на самом деле думает Джонсон, и он придерживается того же мнения, что и я», сказал нам Креншоу. Ну, а тем временем, как я вам сказал, значит, взорвалась эта бомба, и осколки уже полетели. То есть целое большое количество журналистов-расследователей, которые очень много накопали на Трампа после его победы в 2016 году, накопали на беспрецедентные 2 импичмента. То есть они уже начали свою работу. И вот ее первые результаты. Но теперь, пока выстрел сделан не столько против Трампа, там уже собирать некуда дальше. Выстрелы сделали по поводу Майка Джонсона. Оказывается, он, будучи в то время еще членом местного законодательного собрания в штате Луизиана, он получал денежные взносы в своей предвыборной кампании от бизнеса, который контролировался Российской Федерацией. Было это дело следующим образом. Значит, где-то в начале 2000-х годов или в середине 2000-х годов господин Волошин, это тот, который был руководителем аппарата Кремля при Ельцине, а потом Ельцин приставил его в качестве надсмотрщика над Путиным на целый первый срок Путина. Очень влиятельный человек был. Так вот, значит, он замутил компашку в Соединенных Штатах, в штате Техас, которая сначала, идея была запустить ее в нефтедобычу, потом они передумали в газодобычу, и собрались там первый взнос, деньги Абрамович, и вошел туда таким образом кошелек Путина. Вошел он через 3 людей по фамилии Николаев, Юрьев и Кунатбаев. Но, судя по всему, дела в бизнесе шли-то не очень. И эту компашку замутили главным образом для политического проникновения в Соединенных Штатах Америки, заведение связи, коррумпирование и так далее. То есть своего рода маленькую резидентуру. И вот эта резидентура, в кавычках, естественно, в 2018 году сделала взнос в размере $37 тысяч. И эти деньги якобы поступили в избирательный фонд или избирательную кампанию господина Джонсона, который сейчас является 3-м человеком в иерархии Соединенных Штатов Америки. То есть там не просто первый кошелек, то есть не просто был руководитель аппарата, сначала Ельцина, а потом Путина. Там не просто вот эти люди, фамилии которых я вам назвал. Один из них
по фамилии Николаев, Константин Николаев. Когда проводили по этому поводу расследования, американские журналисты-расследователи, значит, что они выявили? Цитата. «Приятель Путина Константин Николаев, который, значит, поддерживал финансово российскую шпионку Марию Бутину», помните такую, да? И также еще Дмитрий Саймс поддерживал финансово и вообще там направлял туда-сюда. Он также был главным акционером вот этой компании. Компания, кстати, называется «Итан». И пожертвовал, значит, 37 миллионов долларов. То есть они окучивали и руководили не только, как пишут здесь, российскую шпионку, но и тогдашнего конгрессмена от штата Луизиана Джонсона. По этому поводу даже было расследование Федеральной избирательной комиссии в 2022 году, которое показало, то есть согласно законам Соединенных Штатов, бизнесом, который контролируется иностранными гражданами, вообще запрещено делать пожертвования, какие-то политические пожертвования в Соединенных Штатах Америки. А эта компания, как показало расследование, у нее не было, то есть она вот делала эти пожертвования из тех денег, которые поступали из Москвы в качестве лоунов, то есть этих самых кредитов, да. Но это не столько кредиты, сколько, то есть кредит это был заувуалированная форма финансирования, то есть просто из Москвы перечислялись деньги на поддержание штанов этой компании, и те расходы по политической коррупции и другие расходы оперативные, которые компания проводила. И вот из этих бабок, которые не получала из Москвы, и делался взнос в политическую кампанию конгрессмена от штата Луизианы Джонсона. По этому поводу, значит, расследование первое произвела уважаемая британская газета The Guardian, которая выпустила статью под заголовком, чем более 5 лет назад эта статья была опубликована, называется «Бывший советник Путина тайно инвестировал в американскую энергетическую компанию, которую хвалил Трамп». Там и Трамп отличился, когда он был президентом. Он очень высоко, в общем, похвалил эту компанию за то, что она заключила какую-то сделку с Китаем. И вот он собирался встречаться с Си Цзиньпином и похвалил эту компанию. Значит, якобы американскую компанию, но на самом деле это компания, в которую в свое время входил олигарх и миллиардер Роман Абрамович, как пишет The Guardian. Ну, а нам он также известен, причем широко известен, как один из основных кошельков, финансовых кошельков или держатель денег Путина. Ну, и это разоблачение о том, что это за компания, было сделано в преддверии 4-дневного визита Трампа в Великобританию и его саммита с Путиным в Хельсинки 16 июля. Возможно, вы помните, было видео, я думаю, его до сих пор можно найти в интернете, когда после встречи, длительной встречи за закрытыми дверями в Хельсинки выходят Трамп и Путин. Путин выглядит как человек, который только что получил большое, ну, скажем так, удовлетворение от общения с Трампом. А Трамп вышел как поюзанный, побитый бобик. И вот там, вот в ходе этой конференции, Трамп сказал, что он не верит докладам всего своего разведсообщества. Тогда туда входили 17 организаций, и все они сказали, что российское вмешательство помогло Трампу, значит, что было вмешательство России в президентские выборы. Но на соответствующий вопрос Трамп сказал, Путин меня заверил, что этого не было, поэтому я не вижу основания ему не верить. Он поверил Путину, а не своему разведсообществу. То есть процесс пошел. Пошел уже и в отношении Майка Джонсона. Вообще началась война компроматов. Трамп получил, видимо, от своих помощников оценку, что Ники Хейли наступает на хвост, причем все сильнее и сильнее. И тут ни с того ни с сего ее вдруг обвиняют в супружеской неверности. Каких-то 2 охламона, один из которых был лоббистом в то время, а другой был ее советником по связям с общественностью. Дело происходило одно дело в 2007, другое в 2008 году. И вот сейчас они выступили, подписали аффидевит, то есть заявление под присягой. Это значит, что то, что они тут написали, это святая правда, они клянутся. В деталях описали о том,
как они имели интимные отношения с ней один в 2007-2008 году. И вот тут шум, гам. Она говорила в ходе предвыборной кампании, что она всегда была 100% верна своему нынешнему мужу. Но тогда, правда, они были, говорят, в очень плохих отношениях и даже говорили о разводе. Вот такие методы предпринимает кампания Трампа против своей соперницы. Но надо сказать, я вот так лично это оцениваю как неуверенность Трампа в своих реальных возможностях и в своей победе. Потому что, ну, это ниже уже плинтуса. Ну, ладно, там, я помню эту историю, Моника Луински там и так далее. Ну, ладно, тогда уж президент сидел в должности. Но сейчас, во время предвыборной кампании, и заниматься кампанией в таком грязном белье 2007-2008 года, это совсем уже ниже плинтуса. Ну и кому? Трампу говорить, там, обвинять своего соперника в изменах. Тут пишут в ответ на это сообщение в соцсетях, что Трамп всю свою жизнь обманывал всех своих жен. Ну, вот такие, господа, нравы. И это только начало. То есть еще не началась борьба на финише Байдена против того, кто станет от республиканцев. А тем временем полным ходом идет реализация того плана, о котором мы с вами начали говорить еще, наверное, месяц назад. Это вот доклад Руси, Королевского института объединенных исследований Лондона. Затем это доклад Германского совета по международным отношениям. Это затем документ Министерства обороны Эстонии, представленный на утверждение группы «Рамштайн», где одним из главных пунктов стоит: надо вести разъяснительную работу среди населения, что ситуация чрезвычайно опасна, надо к этому готовиться сейчас, поэтому надо затянуть, может быть, придется пояса, и пойти на серьезные расходы. Что подразумевает под собой расходы, в том числе, а может быть, прежде всего, для укрепления обороны Украины, потому что это сейчас главное препятствие на пути между возможной дальнейшей агрессией России против восточного фланга НАТО. И вот вчера министры обороны стран Балтии, Эстонии, Латвии и Литвы подписали соглашение о создании общей линии обороны. Прекрасное решение. А Эстония, к тому же, приняла решение о строительстве укреплений, которые будут включать в себя 600 ДОТ. Но, судя по описанию, конечно, предварительное описание, неполное, вернее, даже не то, что неполное, а весьма эклектическое. То есть это будет, наверное, не столько линию Мажино напоминать, сколько укрепление Маннергейма, которое тоже называют линией ошибочно, потому что на самом деле это было вот так разбросанное там-сям, небольшие доты, небольшие укрепления. Там это не какие-то супербетонные сооружения, но они были настолько грамотно расставлены один в отношении другого, что нанесли очень большой удар по агрессору. Ну и ожидается, что в ближайшее время министры обороны этих государств, Эстонии, Латвии и Литвы, доложат своим правительствам соответствующие решения. Вот что я вам, господа, хотел сказать в этом видео. Думаю, что мы преодолеем, то есть серых или темных, скажем так, полос будет становиться все меньше и меньше в обозримом будущем. Поэтому, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Вы видите, вопрос становится все более и более кардинально. Европа уже проснулась, что касалось немыслимым для нас, да? Сколько было стрел, молний критики обрушено на голову Макрона, того же Шольца там и так далее. Оказывается, наконец-то она проснулась. Теперь Европа вовсю звонит в колокол, и будет Соединенные Штаты Америки. Разбудит, рано или поздно. Об этом еще Черчилль говорил. Кстати, о британцах. Кто-то мне пишет, неужели Борис Джонсон выступает за поддержку Байдена? Да, простите, Трампа. Он сделал соответствующее заявление, поговорил с британскими коллегами. Они говорят, ну, Борис, он хороший человек, но он потерян. Он как-то так его забыли, он теперь никто, хочет вернуться в политику, поэтому ему надо напомнить о себе. Ну, а Борис, вы знаете, он такой
экстраверт, человек яркий, поэтому заявления у него такие. То есть это вот заявление, на него не надо обращать особого внимания и пытаться его анализировать. Это просто заявление человека, противоречивое, контроверсийное, как говорят англичане, которое направлено исключительно для того, чтобы привлечь к себе общественное внимание. Поэтому, дорогие друзья, опять слава Украине, ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч.